Всем привет, друзья! Как мы договорились, в 6 часов вечера выходит это видео. И сегодня мы будем рассматривать две таких экшн камеры от производителя MG Cool. Прислали мне ее в двух экземплярах, и это не просто так. Для того, чтобы я разыграл одну камеру среди вас, подписчики. И если вы хотите выиграть эту камеру, тогда смотрите это видео внимательно и до конца. Начнем распаковку. Я уже вскрыл эту коробку, но еще не заглядывал, что там внутри. Коробочка выглядит очень качественно, идет довольно-таки туго. И вот она камера. Ну, стильно прям выглядит. Мне кажется, она в каком-то боксе находится. Туго сидит в своем месте. Ее еще не просто так вытащить оттуда. Да что в тебя, уважаемые MG-куловцы, вы что так упаковываете? Да, камера идет сразу же в водонепроницаемом боксе. Бокс стильного черного цвета. Собственно, так выглядит сама камера, и выглядит она довольно-таки люксово, что ли. Весь корпус сделан из софт-тач пластика. Идет сразу же пленочка, которую я люблю сразу же снимать, без всяких там ожиданий. Это должен быть сенсорный экран. Камера такая толстенькая, маленькая, довольно функциональная, и сразу же я, как человек, который активно использует экшн-камеры, заметил один минус у этой камеры. А заключается он в том, что стеклянная линза выпирает над вот этим вот пластиковым кольцом. А это значит, что при падении вниз вы рискуете разбить стекло, разбить линзу объектива. Здесь батарейка 1100 мАч, это неплохо. Дальше что у нас идет в комплектации? Идет такая коробочка, в которой, мне кажется, идет инструкция, стикеры для такого крепления, которые можно прикрепить на шлем, на капот автомобиля, на крыло мотоцикла и везде-везде, где вам удобно. Их два таких стикера. Такие фиксаторы для камеры, какое-то такое крепление, пластиковый корпус, крепление под GoPro, винты для этого крепления, кабель для зарядки. Обратите внимание, какой здесь кабель используется. Мини-USB. В самой камере есть штативная резьба. Разъем для зарядки мини-USB, микро-USB, слот под SD-карту, кнопка включения и, скорее всего, кнопка переключения режимов или кнопка записи. Сейчас мы ее протестируем. Сейчас я расскажу пару слов о технических характеристиках этой камеры. Максимальный объем карты памяти на 64 гигабайта, сенсорный экран с разрешением 320 на 240 пикселей, емкость аккумулятора 1100 мАч, объектив с диафрагмой 2.5 и углом обзора 170 градусов. Это чтобы вы почувствовали себя рыбкой. 14 мегапикселей позволяет записывать этой малютке видео с разрешением 4К со скоростью, внимание, аж 30 кадров в секунду. И это всего за $100. Не слишком ли дешево за такие деньги? Ой, прости, ты проводку снимаешь? Я, наверное, помешал. Ага. Извини, все, не мешай, дальше снимай. Еще здесь стоит матрица от Panasonic. Все, я ушел. Ну и настало время посмотреть, на что она способна. Погнали! Забыл сказать, что это не реклама. Мне прислали ее из фирмы MG Cool и сказали: посмотри, пожалуйста, и скажи, за $100 годная, негодная эта камера. И попросили меня сказать в видео все, что я думаю на самом деле об этой камере. И взгляните, это вообще не 4К на картинке. Здесь слишком много шума. Признаюсь, цветность этой картинки немножечко не дотягивает до хорошей экшн-камеры, но с оговоркой на цену можно сделать небольшую скидку. На мой взгляд, здесь вообще нет никакого 4К. Как обычно, китайцы взяли и растянули 1080p до 4К, что и следовало ожидать от камеры за $100. Кстати, стабилизация здесь работает неплохо. Сейчас я трясу камеру без стабилизации. А вот сейчас я делаю те же самые движения, но только уже со включенной стабилизацией. Кстати, вот так работает стабилизация, когда я бегу. Держу камеру прямо в руках, не напрягаясь. Да, возможно, на первый взгляд вам покажется, что это очень дерганая картинка и какая тут стабилизация вообще может быть. Но на самом деле я очень сильно трясу камеру в руках. И поверьте мне, для экшн-камеры это неплохая стабилизация. Я бы даже поставил ей 5. Приложение тоже хорошее, однако Wi-Fi на самой камере меня разочаровал. Несколько раз он вылетал. При этом, если была включена запись, когда произошел дисконнект, ты не можешь остановить запись прямо на камере. Приходится опять подключать смартфон, чтобы остановить запись и продолжить работать. Бред какой-то. И еще я хочу обратить внимание на эти шумы. Да, картинка не мыльная, но откуда взялись эти шумы? На улице довольно-таки ярко. Это немного странно для камеры, которая сделана в 2017 году. Притом фокусное расстояние довольно-таки необычное для экшн-камеры. То, что находится перед ней вблизи, все отчетливо видно. На торпеде хорошо видна текстура. Если мы приблизим вот это здание,
и эту табличку, то вряд ли мы сможем что-либо разглядеть, хотя там довольно-таки крупные буквы. Также неплохо камера снимает таймлапсы. Люблю таймлапсы, но из-за долгой процедуры съемки никак не начну их снимать для своих видео. Так, я сел в машину, потому что на улице очень сильно ветрено и не получается записать тест записи звука на этой камере. Сейчас я сижу в машине и говорю, и звук записывается только на эту камеру. Каков будет результат, послушаем на больших колонках. В общем, что я могу сказать относительно этой камеры? Первое, это то, что мне нравится ее аквабокс. Он черный и выглядит стильно. Второе, это то, что она записывает для $100 неплохо. Реально неплохо. Третье, это то, что за $100 вы никак не найдете 4К. Если вам кто-то говорит, что за $100 камера может снимать в 4К формате, это лютый обман. И мне не нравится, что китайцы часто используют этот обман. Да, размер, в котором файлы ты просматриваешь в 4К, но это экстраполированная картинка. То есть взяли разрешение 1080p и растянули его до 4К. На мой взгляд, это шарлатанство. Это хорошее, полноценное Full HD. Четвертое, что я хочу отметить, это то, что приложение довольно-таки удобно сделано, но оно нестабильное и вылетает очень сильно. Камера Wi-Fi не держит. Стоит ли покупать такую камеру для профессионалов? Я думаю, нет, она вам будет бесполезна. Разве что как девайс, который стоит недорого и поэтому не жалко угробить. Что насчет рядового пользователя, то вам ее возможностей хватит сполна. Плюс идет комплектация очень жирная, очень много всяких креплений и приколюх. Самое важное, чуть не забыл сказать, чтобы вам не искать эту камеру, я оставлю для вас ссылки в описании. Но только будьте внимательны, перед покупкой обязательно зарегистрируйтесь в кэшбэк-сервисе Smarty Sale, чтобы вернуть часть потраченных денег обратно. Smarty Sale — это кэшбэк, с которым я сотрудничаю уже давно, через который я заказал множество товаров для своих обзоров. Работают быстро, выплаты приходят моментально, сотрудничают с большим количеством магазинов, и у них очень хорошая служба поддержки. Для вас ссылку на Smarty Sale я оставлю в описании. Зайдите, чекните и убедитесь в моих словах. Вот еще одна такая же малышка, запакованная еще в пленочке, нетронутая, и ее я разыграю среди подписчиков. И чтобы ее выиграть, нужно сделать всего несколько вещей. Первое, это поставить лайк этому видео. Второе, написать любой комментарий. И третье, подписаться на каналы моих друзей. Это обязательное условие, я обязательно буду проверять подписки. Итоги розыгрыша будут ровно через неделю в моем паблике ВКонтакте и на моей страничке ВКонтакте. И давайте договоримся так, если это видео наберет хотя бы 10 тысяч лайков, то я разыграю и вторую камеру, которую я тестировал. Подождите, не переключайтесь. Если у вас есть несколько минут свободных, тогда кликайте на эту аннотацию слева, и вы увидите новое видео на моем канале. Я думаю, оно вам понравится. Ну а теперь я с вами прощаюсь. До скорых встреч!